Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление свойствами пространства. В данной теме я показывал, каким образом использовать, например, реальное физическое пространство для того, чтобы реализовывать именно структуру управления, причем любую, стратегического плана, например, или какую-то локальную. Поэтому желательно в сегодняшней лекции стараться постоянно реализовывать собственные задачи в структурах именно видимого восприятия. Например, человек, воспринимая пространство какое-то, может его воспринимать просто как пространство, содержащее какие-то элементы реальности, например, а можно это пространство выделять как бы в чистом виде. Вот система выделения некого матричного чистого пространства – это здесь основная категория в таком управлении. То есть мы смотрим на пространство как на величину, которая фактически как бы одновременно создается в действии управления, и при этом через эту же величину мы работаем. То есть как мы сформируем восприятие пространства, так и будет осуществляться управление уже отдаленными, как бы стратегическими областями управления. А в структуре вечного развития часто нужно именно отдаленные области рассматривать как первичный уровень управления. И также мы сможем увидеть, как в зависимости от нашей точки зрения варьируется, например, уровень действия, да, то есть отслеживать структуру управления, как бы цель управления. В этом методе приходится, рассматривая между вами, например, между уровнем действия души или там духа, сознания и целью управления, рассматривать обязательно какую-то пространственную среду. И при этом, когда вы работаете в пространственной среде, то получается, что в области восприятия, естественно, вы в каком-то пространстве управления работаете, но здесь вы должны четко соотносить пространство управления с физическим пространством. И поэтому получается, что когда вы управляете, вам надо этот участок фактически как бы представлять, то есть знать, где находится область вашего управления. И здесь вот выделение этой области, фактически сопоставление мышления по большому уровню управления, и по макроуровню управления и области пространства, это и есть специальная задача. То есть мы должны уметь совмещать структуру мышления с физическим пространством. И фактически держать объем управления в физическом пространстве, рассматривая его как пространство, например, управления или пространство мышления. И в этом случае мы видим, что как раз-таки вот эта область мышления, которая существует в системе восприятия, когда мы начинаем работать через физическое пространство, то мы видим, что так же, как делает Бог, у него и мышление, и физическая реальность – это одно и то же. Мы можем фактически переводить просто мышление в структуру физического пространства. То есть структура мышления должна как бы перетекать в структуру физического пространства. Например, в технологиях воскрешения там переход именно вот в физическое пространство через структуру информационного плана, вот, который именно существует возле воскрешенных, то там это специальная технология, где непосредственно как бы уровень взаимодействия с физической материей, да, он достаточно объективизированно выражен в том, что информация плотно связана с физическим пространством и происходит как бы переток. Да? Здесь получается, что с точки зрения логики, вот, например, восстановить там, человека, сделать так, чтобы произошло воскрешение человека, это наиболее, с точки зрения управления пространством, наиболее такая системная, наиболее логичная, что ли, задача, потому что в этом случае именно переход структуры мышления в структуру жизни создает фактически уровень управления такой же, как обычный человек. То есть Бог, который вечен, он создал по образу и подобию, поэтому живой человек – это есть как бы абсолютная норма. Когда вы начинаете работать с точки зрения логики, например, более как бы дальнего плана, например, структура всеобщего воскрешения, то получается, что в структуре человека, вообще в мышлении заложена система восстановления вообще любого, по сути, уровня информации через уровень, в общем-то, самовосприятия. Если, например, рассмотреть вопрос таким образом,
то здесь, вот, например, там такая логика, что достаточно самоосознания одного только живущего человека, и весь мир должен становиться вечным вот с этой позиции. Потому что обратный сигнал, попадая к человеку, в бесконечном уровне отражается именно человеком. И с этой точки зрения, например, именно в технологиях вечного развития, вот переход в структуру пространства, он такой, что достаточно было Богу воспринять себя, как сразу же начиналась реализация пространства. То есть вот реализация пространства как бы в глубинном уровне, самовосприятие, это есть то, что исходит от Бога. То есть именно движение ну, как бы некой среды, например, да, идущей от Бога. И вот если мы начинаем эту среду визуализировать таким образом в системе восприятия, то дальше уже упрощается уровень как бы контроля, да, и управления, потому что человек, построенный, так скажем, или созданный по уровню и подобию Божьему, он и управляет системно на бесконечном уровне практически во многих аспектах также, да, может управлять. Поэтому если от Бога исходит уровень, который является пространством для человека, да, и он как бы распаковывается перед человеком, то чем больше человек воспринимает пространство, тем получается точнее через свойства пространства он может взаимодействовать с Богом, то есть синхронно решать задачи там, и рассматривать, вообще говоря, пространственные задачи Бога по отношению к человеку. То есть он может видеть в этом случае свои задачи. И структура управления, задачи и так понятны для людей в основном. Просто можно видеть свои отдаленные задачи. То есть фактически это уровень прогностики, достаточно такой точной прогностики. Это можно развить систему прогнозирования, если мы очень четко, значит, локализовываем систему мышления в структуру будущих событий. То есть мы можем мышление проводить в структуру пространства фактически. То есть мысль, постановка задачи является как бы сканирующим уровнем, да, уровнем забора информации, потому что можно ставить задачу, ну, ставить какие-то вопросы, но мы же должны куда-то ставить задачу. И вот если мы точнее как бы структуру будущих событий поставим задачу, например, я могу сделать так, рассмотрев какой-то фоновый уровень управления в виде такого как бы свечения, такого бело-серебристого цвета, мы считаем, что это уровень всей информации, выраженной, например, в структуре отражения от объекта любого. Вот мы всю информацию видим как отраженную, например, да, можем так воспринять. Дальше идет следующий уровень информации, как бы развитие. А в бесконечном уровне это ваши личные задачи, весь бесконечный мир, например, да. И вот чтобы нам вообще вывести мысль в эту структуру, нам нужно знать точные координаты, где мы на уровне мышления выводим свое управление. То есть получается, что мы должны фактически здесь таким образом, ну, ставить задачу, что чем мы точнее выводим структуру мышления с целью вот именно действия, тем точнее и быстрее реализовывать задачи. То есть если мы хотим в будущем, чтобы получилась какая-то ситуация в какое-то оптимальное время, то мы же должны фактически рассмотреть, в общем-то, будущие события таким образом, что, значит, вот получение информации о том, что это событие произошло, это есть задача такая, что мы должны видеть, куда мы поставили, например, вот эту сферу, так скажем, да, некую, ну, которая означает получение информации или какое-то событие, которое происходит, ну, где-либо, да, например, мы же должны знать, где событие происходит. То есть фактически мы должны в пространстве контролировать уровень дальнейшего события. То есть мы должны видеть в пространстве, где вообще это событие происходит. И, например, в случае там, лечения человека или каких-то уровней оздоровления мы видим, что, ну, в конкретном случае это связано с конкретным человеком. И поэтому получается, что человек как раз таки это вот именно абсолютная координатная величина именно человека, и особенно и не нужно искать информацию. То есть нам нужно только лишь навсего обратить внимание там, или на себя, если вы работаете с собой, да, или там, на человека, и вы сразу же видите его в каком-то конкретном уровне. То есть уровень восприятия в пространстве такой, что пространство мгновенно как бы организовывается от человека к вам.
передачи информации. Если какой-то другой уровень управления, то вам, наоборот, надо туда вводить управление. Вот обратите внимание, что пространство, идущее от человека, это так же, как делает Бог, Он дает управление, идущее от вас. То есть от Бога тоже разворачивается пространство, поэтому и от человека пространство как бы начинает увеличиваться. И получается, что мы очень четко можем таким образом определить структуру управления, которая соответствует структуре коллективного сознания. То есть вот эти вот расширяющиеся как бы лучи пространства, это то, что делают люди. Да? Люди отделены и находятся под прямым уровнем управления от Бога. Значит, а следственный уровень пространства, это все-таки практически то, что существует, да, как бы вокруг человека, и управление этой средой, это все-таки другая задача, это следственная задача. Потому что коллективное сознание устроено таким образом, что структура коллективного сознания организовывает пространство тоже. То есть изначально пространство создал Бог, но при этом, так как все реализовано также в структуре коллективного сознания, где-то существует и действие любого человека в пространстве. То есть фактически там включено сознание Бога, поэтому получается, что мы можем найти свой собственный статус в любой системе пространства. И получается, здесь мы тогда четко видим, что организация вот этой как бы области пространства, это есть уровень, который нужно искать от своего присутствия в этом пространстве. Именно как бы информативного присутствия, не то, что вы ввели туда управление, предположим, за счет, например, цели, а вообще говоря, там должно быть обязательно то, что вы рассматриваете объем информации и видите, где вы там находитесь, где ваше знание. Вот это умение диагностировать события извне, да? И когда вы начинаете диагностировать по отношению к себе, то ваша диагностика становится наиболее точной. Вот чтобы иметь абсолютно точную диагностику, нужно всегда видеть структуру своего бесконечного сознания, именно увеличивающегося как бы в бесконечную сторону, например, от какой-то точки вы имеете такой бесконечный луч, вырастающий в сторону бесконечного развития или в сторону, например, Бога. И при этом вы практически имеете как бы такую структуру управления, что, в общем-то, исходя из того, что из бесконечной величины вы можете получить свой собственный образ, то, получается, вы можете получить фактически образ до того уровня, как вы видите, например, какое-то событие. То есть свой нормированный образ, да, свою норму своих событий вы получаете быстрее, чем информацию о корне как бы событий, об источнике событий. Потому что чем вы дальше как бы выводите управление, то есть чем вы ближе там, или с большей скоростью как бы, начинаете как бы двигаться в сторону себя, то тем вы, получается, быстрее получаете прежде всего информацию о себе. Получается, вот в пространстве, вот в этом физическом пространстве управления, где физическое пространство совмещено с пространством мышления, мы здесь видим, что существует область, где ваши события всегда нормированы, потому что первый уровень управления, то, что исходит от Бога, да, пространство Бога, пространство информации, исходящей от Бога, там всегда норма. То есть мы берем и в управлении как бы вырисовываем свой уровень совершенно нормированный, то, что мы видим абсолютную норму всех событий. И получается, вот этот нормированный образ начинает постепенно, возвращаться к вам, да? Как вот Бог, вообще говоря, воспринимает построенные события? То есть Он их воспринимает как структура, идущая к Нему. Как информация к Нему течет, так и события как бы втекают, да, в Его область восприятия. И когда вы начинаете рассматривать так же, то увидите, что вот именно гармонично, там, вечно развиваться, это контроль своего образа, получается, на бесконечность. Или образа просто человека, Бога, а в первую очередь вашего образа. То есть вы должны уметь проконтролировать, то есть образ Бога, он как бы извечно, он всегда существует, да, как в виде образа человека. А когда вы начинаете контролировать себя, вы должны за очень короткое время получить практически
управляющее действие по всему пространству реальности. Вот когда вы это, учитесь уже научитесь делать быстро, то получается, что вы можете мгновенно там приостановить какую-то ситуацию с точки зрения того, чтобы эта ситуация не была проблемной, например. То есть умение так расположить, фактически, разместить, что ли, пространство управления в структуре мышления, что вы сразу же получаете оптимальное событие. С точки зрения, например, лечения человека, это уровень, который говорит о том, что мы можем построить, предположим, в структуре управления возле человека достаточно много уровней, внешнего, что ли, управления, каких-то внешних точек управления, где, исходя из этих точек, то есть поставив пространственные точки возле человека, мы вполне можем, получается, сделать таким образом, чтобы внешние позиции, управления, они показывали какие-то светооптические уровни, которые идут на человека, как некие прожектора, да, то есть мы вытягиваем управление на человека, поставив предварительно некие системы оптические, и отсюда мы видим, что в этом уровне мы можем сами фиксировать пространственное место образа человека в управлении. И обратите внимание, что есть такой метод, например, лечения человека, что он может быть исцелен достаточно быстро и сразу, если мы его уровень, скажем так, физический, да, информативный, вообще уровень его информации переводим в точную пространственную точку, соответствующую, например, ему в данное время, да, с точки зрения макрорегулирования и его абсолютной полной свободы с точки зрения Бога, выполнения задач. То есть мы не говорим о том, что у человека есть какие-то задачи, и ни в коем случае мы же здесь не определяем, в общем-то, часто задачи, если там нет прямого поручения какого-то по каким-то совместным делам, и он еще согласен, а именно имеется в виду точка в пространстве. Вот как только точка в пространстве выявляется как точка, например, вечной жизни данного человека, то получается, что мы имеем практически уровень, когда реализовывается именно система его полного здоровья, скажем так, бесконечного здоровья. Бесконечное пространство содержит информацию бесконечного здоровья. И научившись, удлинять пространство в сторону бесконечности, мы получаем такой уровень управления, что из бесконечности, мы имеем структуру распаковывания пространства, то есть механизм. Например, перед нами есть обычное физическое пространство, и если поставить вопрос, вообще как оно распаковалось, то есть вообще как оно получилось, да, с точки зрения механизма информативного уровня управления, то как раз таки бесконечная величина дает возможность четко рассмотреть всю процедуру распаковывания пространства. И сама процедура распаковывания — это есть уровень, который фактически соответствует, прежде всего, здесь такой специфический уровень идет управления и восприятия, что это внутренние уровни человека, то есть внутренние органы с точки зрения вечного развития, именно вечно живущие, именно в информационном поле, скажем, бесконечных величин. И при этом эти пространственные уровни, внутренние органы, да, например, они не видятся со стороны, как именно автономные органы. Надо еще приложить усилия и вспомнить, что эти органы так выглядят. А именно это есть уровень вечности органа, то есть вечности любого уровня человека, клетки, например, да. И уровень вечности, он таким образом распределяется в управлении, что вы видите такое распределение этой светооптической силы, что фактически достаточно в пространственном управлении найти два соседних сегмента у человека, чтобы человек был вечным. То есть некий контакт, да, который существует как контакт замыкания структуры вечного развития, в человеке находится как всего лишь навсего две контактные точки. И если уметь их замыкать, то есть фактически достаточно один раз замкнуть, и человек начинает вырабатывать фактически структуру вечного развития, структуру вечного пространства управления. При этом это не некая механическая выработка, а сам процесс некого смыкания — это
прежде всего, естественный уровень жизни человека. То есть он должен, во-первых, сам распознать, что вы предлагаете делать, и самостоятельно как бы сомкнуть. Вот здесь вот именно принцип полной самостоятельности действий. Как вот устроен человек, что он обязательно с точки зрения действия там, или вообще любого уровня, все равно он принимает самостоятельное решение изначально. И вот изначальное принятие самостоятельного решения, там, изначальный уровень, да, пространства, действия, это достаточно объективизированная, в общем-то, величина, которая обозначает следующее, что уровень решения, то есть начальный уровень решения, и первичное пространство — это фактически очень близкие и даже однотипные системы. И вот когда мы хотим понять, где вообще пространство мышления совпадает с физическим пространством, с точки зрения полной свободы действий, то как раз-таки совпадение происходит в первичном уровне действия. То есть когда мы видим полную, именно абсолютно полную свободу человека, Бог всегда принимает решение тоже в структуре полной свободы действий. Одновременно, когда, являясь человеком, он все равно принимает решение с точки зрения абсолютной свободы действия. И когда вы начинаете сопоставлять эти величины, вы видите, как растет самая первичная точка, где начинается и пространство, да, и личность, там, например, человек. И здесь, кстати, можно увидеть координаты всех систем мира. То есть, когда вы начинаете приближаться к этой точке, вы очень четко можете найти, где любой элемент мира, любое явление, там, включая прошлое явление, там, будущее, находится. И что интересно, будущее в этом случае приближено к вам. Прошлое — это отдаленная система управления, будущее ближе к вам. Логически так и происходит. И когда мы рассматриваем именно управление через пространство, то вы же, двигаясь, там, просто перемещаясь в физическом пространстве, все время сталкиваетесь как бы фактически с системой будущего. То есть будущее в пространстве к вам ближе. И когда мы начинаем работать именно в пространстве физической среды, так можно назвать, да, то мы должны видеть, что в мышлении как раз-таки там структура работает наоборот практически. Ну, не полностью наоборот, но, в общем-то, будущее событие там, напротив, находится дальше от физического тела. То есть мысль развивается так, что идущий от вас уровень управления — это есть то, что вы, например, строите, да, какие-то планы, они начинаются где-то возле физического тела и начинают увеличиваться дальше, и вы как бы можете смотреть какое-то время в пространстве мышления, то есть наблюдая за действием, например, какой-то мыслеформы, или цели, или задачи. Здесь мыслеформа отличается от действия духа, например, человека или души, потому что мышление — это одно, а действие души часто это другое. И когда вы начинаете видеть со стороны, например, как бы наблюдая, что идущий от вас где-то в бесконечном уровне вызывает идущий к вам, так мир устроен, импульс какой-либо всегда вызывает обратный, да, например, где-то через какое-то время, или сразу, мгновенно, то, научившись или сделав так специально, построив систему, чтобы система импульсов, идущих от вас, и идущая система извне управления замыкалась в некой сфере, которая находится на стыке всех систем, некий источник, да, источник времени, там, пространства, источник знаний там, текущих, которые вам нужны. Знания, они могут быть разные, там, вечные, всеобщие, локальные и так далее. А значит, вам нужно именно то, что сейчас нужно, вот именно источник текущего уровня. Он в общем-то, четко очень выделен, потому что вам, например, нужно знать, что вот именно сейчас лично для вас нужно, и это специальная, вообще говоря, система управления, это как бы другой источник управления. И вот когда вы начинаете все системы выводить в единый источник, то вы видите, как Бог, вообще говоря, делает пространство, то есть на определенном, ну, неким таким свойством внешнего управления, на неком уровне внешнего контроля, видите, как Бог вообще создает пространство, являясь человеком. Вот, например, Бог, являясь человеком, как Он, как бы, ну что ли, до воссоздает, если так поставить вопрос, да? Там дальше что-то делает и так далее. Вот, ну, работа Бога, да, если посмотреть, есть там внешняя какая-то система физического восприятия, звездное небо, галактики и так далее. А как Он что-то делает там дальше, например? То, что не воспринимается там в телескопах, например. А здесь получается, что с этой точки зрения мы видим
очень простой аспект, вообще говоря, ну, в этой задаче, что ли, в этом уровне управления, что достаточно рассмотреть не конкретно там далекий какой-то путь бесконечный, что там делается дальше, а посмотреть, как это отражено в каком-либо из участков пространства. И когда мы рассматриваем динамику Бога, действия Бога в динамике, то мы должны просто выделить именно динамический уровень любой, например, там фотон света какой-то от какой-то звезды, да, какое-то движение. Затем в контур пространства ввести и там уже смотреть, как работа Бога делается, исходя из задачи, вот, например, нашей, да, что мы должны понять сейчас. То есть распаковка пространства, построение именно пространственной среды, где есть, например, ну, элемент действия, да, элемент управления целью, не просто там пространство как таковое, а именно построение пространственной среды, действующей на реализацию цели. Значит, содержит, получается, ваш личный уровень, динамический уровень как следствие работы Бога, и на определенном уровне есть действие Бога. Вот действие Бога отличается тем, что оно существует как внутри пространственной среды, ну, как некий, например, ориентировочно куб, если взять без жестких границ, да, как элемент пространства. Можно сферу, в принципе, но в работе с пространством лучше иметь некие такие кубатурные, что ли, системы, но не жесткие границы. Вот здесь обязательно нужно отслеживать, чтобы желательно не работать с жесткими системами, а при возможности переводить в сфероидальную систему управления, то есть в сфероидальное пространство, потому что в сфероидальном уровне распределения самого пространства больше по поверхности сферы, причем с внутренней стороны. А в кубатурной системе, где мы хотим работать в пространстве физическом и, например, мысли, да, в этом же пространстве, там более равномерно распределена информация именно в кубатурной системе. Надо вот обратить внимание, что куб, он как бы просто существует как контуры по периметру, ну, как некий газ взвешенный, и это и есть пространство. А в сфероидальных системах управления это больше именно поверхность сферы, светящаяся. Если мы хотим учесть непрерывно все системы, то надо работать именно с кубатурной системой. Ну, это, например, при лечении системных заболеваний или там, где нужно отслеживать контакты клеточные. А если мы хотим дискретно и быстро изменить систему, не обязательно это, конечно, только лечение, но там, события, тогда лучше сфероидальная система и сферу вводить в узловой уровень события. Что такое узловой уровень события, вообще говоря? То есть это просто-навсего сфера вводится в однотипную сферу, одинаковую по размеру. То, что вы выделили в виде сферы и обозначили ее размерами, в узловом уровне элементарно это та же самая по размеру сфера. И вы берете, просто налагаете сферы, идет некая вибрация, амплитудное усиление как бы, мощности вот этого потока управления, и получается, что вы получаете фактически влияние на всю систему событий. И вот здесь вот, если мы начинаем вводить какие-то другие формы, то мы можем получать другое свойство управления пространством. Можно работать на формах, то есть выбрать несколько форм, зная, какие формы содержат какие свойства, и спокойно, в общем-то, коррелировать то, что происходит, например, в пространстве на каком-то бесконечном уровне, отдаленном от вас. То есть вы можете через сверхотдаленные или какие-то отдаленные участки приводить нити управления уже к себе. И чем вы точнее делаете, то есть чем точнее вы приводите эти нити к себе, тем фактически вы точнее определяете как бы диспозицию, скажем, событий по отношению к будущим явлениям. Ведь вы в управлении обязательно должны думать о том, что в будущем. Вот в чем характеристика управления через свойства пространства еще и заключается в том, что вы должны отслеживать следствие. Вот если вы в каком-то объеме пространства управляете, то, естественно, кроме этого объема существуют какие-то дальнейшие взаимодействия информации. И вот здесь вот очень просто отслеживать именно следствие. Зафиксировав жестко какую-то систему пространства, вы переводите управление в бесконечную величину, но при этом каждый элемент бесконечности, так скажем, он все равно вырисовывается как структура как бы следующего пространства, то есть именно конечного восприятия, как элемент света, так скажем. Когда вы начинаете видеть, что следующий элемент света также дает вам
свет, например, там какой-либо, ну, позитивный для вас, то можно ставить еще усиление, то есть некие фильтры, которые позволяют свету фактически приобретать позитивные качества и свойства, потому что вы ставите правильную систему распределения информации. То есть вы фактически делаете таким образом, что свет, который проходит через некие такие фильтры, там световые, светооптические, он уже для вас полезный свет. И вот одно из свойств управления через пространственные среды — это умение совмещать пространственные блоки как бы между собой, чтобы при таком совмещении мы получили наиболее оптимальное, наиболее как бы соответствующее вашим целям, вашим задачам управления. То есть фактически в пространственном управлении вы можете, получая, значит, в виде лучей света какие-то системы управления, регулировать внутри пространственной среды и получать уже при приходе к вам уже выровненный уровень управления. То есть дальнейший, который вас интересует стратегически, что ли, уровень системный, где реализовывать события, вы знаете, вы его контролируете, и вот притекание именно структуры управления к вам, как бы, где вы еще регулируете входящий источник, позволяет вам управлять вот как бы жестко, как бы даже, ну, если там сравнить, например, с точки зрения там обычных жестких свет, как сопротивление материалов. Значит, если вы жестко зафиксировали систему пространственных уровней управления, то достаточно очень спокойно варьировать входящий свет. И свет здесь приобретает другие свойства, он более жесткий. То есть свет — это просто материя, выраженная жесткая материя. И вы можете, двигая этой материей, получать фактически, ну, то, что в каком-то отдаленном уровне какое-то событие происходит, потому что вы сейчас, как бы отголосок этого события, некую световую ось, сейчас уже можете двигать жестко. И если вы ставите системы неких там рычагов, там, неких систем управления, которые, ну, определены там лично для вас, или, предположим, они, значит, более общие, и вам нужно эти рычаги как-то использовать, вы должны выйти на конкретные мероприятия, которые вам нужны, на ваш взгляд, сейчас, да, например, более срочно. Или же это стратегические какие-то системы. И варьируя светооптику в пространственной среде, мы получаем достаточно мобильную такую модель управления, где один пространственный блок, который, например, ну, является там уровнем вашего восприятия сейчас, может определять всю систему, если правильно располагать вот этот блок или некий луч там управления. То есть умение двигать, значит, развивает, во-первых, необходимость вот этого как бы уровня, что вы должны видеть, что будет происходить впереди. То есть надо стараться делать так, чтобы, управляя будущими событиями, все-таки еще и за ними и смотреть. То есть вот этот рычаг управления, он идет к вам, например, светооптический, а при этом вы же должны знать, что в будущем происходит. И получается, что, исходя из этого, вы вполне можете таким образом сделать управление, что в будущем построить конструкцию в том месте, где пространственные координаты достаточно оптимальны. То есть выбирать не конкретно там ну, любое, что ли, пространство с любыми свойствами, а выбирать именно спокойное пространство. И строить уже в спокойном пространстве любую конструкцию. Столько времени, сколько вам нужно, да, можно уделить в этом случае. То есть умение выйти из постоянного динамического уровня управления в структуру как бы статичной системы и построить там какое-то событие, это очень важное умение именно методологии работы с пространственными средами, с использованием свойств пространственных сред. И здесь, значит, важным является то, что вы в момент построения этой системы фактически делаете так, что вы практически строите все будущие события. То есть построение, ну, может быть спокойным, да, как можно находиться человеку в спокойном состоянии при бесконечном количестве связей. Ну, во-первых, это естественный уровень, самый первый вариант. Во-вторых, чтобы сделать это технологически, нужно просто в момент строительства отслеживать все изменения системы и вводить следующие, учитывающие изменения по времени. То есть спокойное состояние — это построенное состояние какой-то пространственной среды, и это построенное состояние должно учитывать
все изменения будущей среды. Тогда получается некая такая модель спокойного развития. И вот когда мы начинаем задаваться вопросом с точки зрения вот именно всех изменений внешней среды, как это отслеживать, то здесь получается, что отслеживание осуществляется именно вашей личной практикой. То есть любой уровень личностного действия всегда связан с макроизменениями. И на определенном уровне личности вот эта вот нагрузка макроуровня, макроспасения, она всегда существует у человека. Она начинает проявляться в какое-то время, и если мы начинаем ее, ну, как бы, значит, рассматривать как систему такого внешнего управления, которая полезна, как-то культивировать эту систему управления, стараться, чтобы она развилась более интенсивно, то мы точнее начинаем управлять текущим состоянием, например, да? Причем через макрореальность в том числе. И когда вы начинаете видеть управление, уже идущее, ну, фактически из бесконечной среды к вам, таким образом, что вы проходите все пространственные среды управления, есть такой еще уровень управления, что можно пройти все пространственные среды, то вы как раз-таки попадаете в структуру мышления. То есть таким образом я показал, что структура мышления построена также через реализацию любой или всех вместе пространственных сред. И получается, в мышлении содержится в концентрированном виде все возможные свойства пространства, все возможные состояния пространства. И вот чтобы не было, например, возможной глобальной катастрофы, нужно вывести из структуры мышления, ну, как бы, некую проблемность этого явления, что, значит, такое, например, там, ну, теоретически, как бы, вероятно, и нам нужно просто это из сферы мышления вывести, тогда, получается, в пространстве это не реализовывается. А в условиях, что когда мы ну, знаем, там, что существуют различные кинофильмы там, с такими темами, то, получается, выводить надо не просто там, считая, что этого нет, а технологически выводить эту информацию, да, из управления, так скажем, управлять информацией, чтобы она не реализовалась. И в связи с этим вот именно пространственная система координат, она дает возможность это сделать четко. То есть есть массив пространства, где нет возможной глобальной катастрофы. Все, значит, как только мы переводим такой массив в реальный физический спектр, причем в будущем времени надо переводить, в бесконечном будущем, то получается, что мы, соответственно, и имеем эту же координату управления, да? То есть мы имеем то же самое в реальности. Вот перевод именно структуры мышления в структуру физического пространства, это есть прямое управление событиями. И вот здесь существует еще один уровень управления событиями, который, ну, фактически выглядит таким образом, что можно выделить именно фазу прямого управления событиями. То есть тогда мы должны четко видеть, как события меняются в зависимости от взаимодействия с ними. То есть мы должны знать прогнозную систему событий, и тогда можно видеть, что при соприкосновении с событийной линией мы вполне можем осуществить именно структуру прямого управления. То есть там происходит очень такой интересный вопрос, что элемент, например, времени, который вас раньше когда-либо интересовал, он становится таким, что начинает приобретать личностные характеристики. И при прямом управлении вы начинаете взаимодействовать с пространством, как со структурой некой личности даже часто. Ну, то есть это может вызывать некое там нетерпение, почему человек не может это сделать мгновенно, быстро, да, например, или может, но на что-то отвлекается. И получается, что исходя из этого, вот именно структура прямого управления, она обладает именно в пространственном варианте такими свойствами, ну, некой там универсальности, уникальности одновременно. И поэтому ваш импульс, там, импульс, в общем-то, любого уровня управления часто, он может быть настолько усредненным, что, в принципе, вот методологическая часть, вот как формировался импульс там, и так далее, входит в структуру его действия уже. И тогда вы видите, что в пространстве существуют некие связующие элементы, вот как бы передача информации, да? Как осуществляется передача информации в физическом пространстве с точки зрения вот именно структуры восприятия, что должны быть какие-то элементы, там, типа фотоны, которые, ну, передают пространственную информацию. Так вот, передача в пространственной системе управления, и когда мы совмещаем с физическим уровнем пространства структуру мышления, она в том определена и так происходит в действии, что чем вы, значит,
глубже, да, в структуру информации мышления входите, где мышление переходит в пространство, а где, например, пространство, ну, как бы само по себе, хотя на самом деле вы же воспринимаете, значит, воспринимаете тоже через структуру мышления. Но как бы, когда чем вы глубже входите в тему управления, тем вы точнее видите распределение вот этих связей. И что особенно важно, именно связи, которые характеризуют, там, например, состояние физического тела человека, значит, в действии, то есть с точки зрения улучшения. А при этом можно рассмотреть как бы такой уровень, как систему действия, например, на бесконечном удалении, то есть какие-то пространственные системы координат могут происходить, а тем не менее мы можем видеть, например, бесконечную структуру, которая всегда показывает, что все в абсолютной норме, ну как система жесткого светооптического уровня управления. И когда вы начинаете видеть вот эту структуру как именно абсолютную норму, да, в бесконечном удалении, то вот это вот сияние там абсолютного как бы уровня нормы, это есть пространство, которое обладает свойствами сразу же, где мышление и физические события однотипны. То есть там мышление не отличается от уровня там, действия человека. Например, так же, как у Бога это одно и то же, то для человека это отдаленная прогностическая система, которая показывает о том, что реализуется там, та или иная ситуация. Да? Получается, с точки зрения человека, Бог, значит, скажем, более устойчивый в передаче знаний для людей, значит, показывает и воспринимает, передает знания по отдаленным событиям, которые фактически значит, переводятся как события действия там, одного человека и многих людей одновременно. То есть для Бога вот эта вот структура значит, действия одного человека и всех людей, так скажем, включая всех будущих в бесконечном развитии, это всегда одна и та же структура. То есть один человек не отличается от всего развития мира за все время. С точки зрения пространства, управления вот, Бога, это одно и то же. То есть вот человек делает какие-то дела, ходит по каким-то конкретным дорогам, как-то продумывает какие-то ситуации. И то же самое есть то, что делается всем там внешним и внутренним миром. Да? Но по уровню подобия, значит, систем, ясно, что когда вы находитесь именно в пространственной среде и перемещаетесь по каким-то конкретным дорогам, там, то вот подобие всем ситуациям заключается в том, что вы каким-то образом на ситуацию, значит, действуете. Да? Вот где перемещение, например, там, какое-то действие, это не обязательно значит, какая-то, ну что ли, такая простая или там особенная ситуация, но она может быть и непростой, то что вы действуете таким образом на как бы макроинформации. Вот соединение структуры этой информации с вашим личным уровнем управления, это фактически и есть бесконечное действие, которое позволяет вам четко понимать, что именно уровень бесконечной жизни, да, например, человека, это есть уровень, в общем-то, ну, в том числе пространственного взаимодействия, то есть умение воспринимать пространство, получая сразу же систему управления, и так и есть, человек должен находиться в благоприятном состоянии, в норме, в пространственной среде в том числе. И когда человек начинает видеть, что как вот это пространство как бы ну, просачивается, там, фильтруется, взаимодействует с человеком, то можно видеть, что на уровне личности человека взаимодействие с пространством – это часто очень четкая, точная величина, которую нужно уметь очень как бы грамотно реализовать. Вот там содержится информация практически часто всех событий, сложных там или там не очень и так далее. И умение правильно среагировать, умение как бы зафиксировать какую-то форму, да, какой-то лозунг, там, скажем, позволяет в будущем обойти массу сложнейших часто ситуаций. Вот чтобы обойти сложнейшие ситуации человеку и быть, например, там, победителем в структуре управления, а по макроспасению все равно любой человек должен быть победителем. Он всегда должен видеть, что сделать, у него нет возможности ошибаться, например. То в сложных системах нужно четко увидеть, что есть как бы отрицательное событие или там позитивное событие, что есть вообще событие для сложной системы. В чем разница? Как, ну, вроде бы это одно и то же, но в сложной системе там больше связей, больше оптических пересечений, значит, другая среда получается.
Вот если мы продумаем вообще о свойствах этого пространства управления, ну, именно того, где мышление совпадает с физическим пространством, значит, какие системы там реализовываются в большей степени, да, каковы системы некой разницы между обычной средой управления, где, скажем, разовые действия сложные, то мы увидим, что вот переход в сложную систему, он практически незаметен для человека. Он всегда имеет дело или с простыми, или со сложными системами. И часто он не дифференцирует как бы, в автоматическом как бы, неком таком режиме, что есть простое и сложное, а может быть там простое через секунду может стать сложным и наоборот. И поэтому, чтобы не было такого, чтобы через секунду становилось по непонятно каким причинам что-то сложным, а наоборот более было управляемым, здесь делается очень простой прием. Вот светооптика всех событий, начальный уровень всех событий рассматривается как уровень первичного действия и Бога, и человека, и значит, самого, да, какого-то уровня. И когда вы начинаете светоуровень событий первичный выводить на уровень задач, управление некое осуществляете, то здесь вот именно переход от вас в этот уровень управления, это есть достаточно такой тонкий, точный должен быть, в общем, технологический переход, когда вы именно свет событий, так скажем, который построен за счет вашего действия, переводите в структуру пространственной среды, при этом зная, что перевод мышления в пространство – это первая часть задачи, например, а нужно из пространства еще выйти в структуру управления. Вот именно довести до цели, но как бы в системе цели уже. Вот поэтому можно распределить, это ваше личное пространство физическое, то есть где вы имеете структуру восприятия такую, что признаки, они или многомерные, или какие-то специальные, да, более усложненная система управления. И в дальнейшем это есть тот уровень, что все пространственные среды, которые как бы относятся к явлениям реальности, таким как природные условия, все они как бы сосредоточены на уровне именно некой интеграции именно вашей цели и вашей задачи. То есть можно видеть, что цель, как динамическая характеристика, это есть взаимодействие вашего внутреннего или там именно вашего пространства с пространством всей системы реальности. Вот эта вот структура взаимодействия позволяет очень четко увидеть, почему именно такая цель и почему именно так вы действуете, да? То есть можно просмотреть и существенно себе помочь, потому что там возникает жесткая система управления. То есть она даже не динамическая, а бесконечная цель может быть выявлена как структура жестких связей. Тогда можно спокойно с ней проработать, спокойно посмотреть, нет ли там каких-то внешних проблем, и спокойно отработать, в общем-то, здесь уровень, когда вы практически можете, например, сделать таким образом, что отдаленная цель, которую вы могли бы которую рассмотреть как систему, может быть, каких-то локальных, да, проявлений, отдаленная цель превращается в бесконечную структуру, то есть луч идет бесконечность, а приближенная цель дает бесконечность как бы сразу. Вот, приближенная цель находится сразу в бесконечной среде. Чем ближе вы приближаетесь к себе, тем она как бы становится в большем размере, что ли, как бесконечная величина. Поэтому получается, что мы фактически имеем такой статус управления, что соединение там, вашей первичной цели и бесконечного уровня при приближении к вам показывает, что при приближении к человеку мы имеем практически бесконечный статус, выраженный именно в качестве человека. То есть пространство человека получается бесконечно, да, при его конечной форме. Вот такой я здесь вывел систему управления, логически просто, в основном логически. Потому что приближаясь к себе, мы как раз-таки имеем все более как бы развивающуюся бесконечную форму, получается. И вот в этом и разница именно человека. Когда мы рассматриваем человека, то и любой его элемент является бесконечным, что, кстати, упрощает его, там, например, лечение, восстановление, здоровье и так далее. А другие, любые элементы, как следственная система, они выражены так, что в них пространство, наоборот, как бы сужается. И вот разница расширения и сужения пространства в конечных формах дает именно бесконечную
структуры. То есть именно взаимодействие человека в этом пространстве физическом, где мышление совпадает, периодически может совпадать, не всегда, со структурой физического пространства. И есть структура, как бы генератор бесконечности получается. Когда человек эту структуру понимает, он практически имеет уже полностью весь источник событий, то есть все необходимое, чтобы сделать оптимальное, благоприятное событие, там, нормировать здоровье, если нужно, или просто событие сделать оптимальным. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.